В одной из палат детского отделения Центральной клиники время мчалось по своим собственным неумолимым правилам. Здесь, в уединенном уголке, где палитра жизни была перелита недостатком света и заботы, тихо всхлипывал Никита. Этот крошечный комочек радости и страдания, всего 6 месяцев от роду, уже осознавал, что никто за ним не придет. Его неумолимое одиночество окутывало его, словно холодный серый одеяло, лишая надежды. Изучив критические условия своего существования, Никита научился молчать. Систематическое рутинное безразличие жизненного окружения сделало его невидимым в этом мире. И с каждым днем он становился все более безмолвным, словно его душа постепенно угасала. Но в этот акварельный, туманный осенний утренний час судьба иногда начинала играть свои неожиданные ноты и менять мелодию жизни. Сквозь потоки дождя, которые безжалостно стучали по окнам клиники, в кабинет Елены Андреевны вошла пара. Она, молодая женщина с беспокойными глазами, полна сомнений, он, решительный, крепко сжимавший ее руку так, как будто это позволяло удерживать в себе все страхи и переживания. «Мы осознаем всю ответственность», — произнесла она, желая показать Урю, что опыта недостаточно для понимания той ноши, которую они должны будут взять на свои плечи. Ее муж, склонив голову, добавил стягивающим душу шепотом: «Просто страшно. Мы не справимся. Лучше мы сразу от него откажемся». Елена Андреевна смотрела на эту пару с мягким, но спокойным выражением в глазах. В ее сердце возникло какое-то странное чувство сострадания. Ей было жалко этих людей. Каждый раз, когда она встречала таких, как они, она вспоминала свой собственный путь. «Знаете», — произнесла она, ее голос звучал мягко, но в нем была некая сталь, как в реальной жизни. «Один мудрый человек когда-то сказал мне: страх — это часть любви. Если бы вы не боялись, это было бы хуже. Я прошу вас еще раз все обдумать. Человек, которого вы собираетесь оставить, это жизнь, такой же малыш, как и любой из тех, что уже были с вами в этом кабинете. Он достойный». Пара была залита внутренним конфликтом. Мрачные тени их страхов чуть не поглощали их, но слова Елены отозвались в их душах. После их неспокойного разговора Елена, сама полная волнений, подошла к окну. За стеклом моросил дождь, превращая город в акварельную картину жизни, и ее мысли унеслись на 20 лет назад. В тот момент, когда она впервые вошла в здание городской детской больницы с медицинским дипломом в руках и горящими глазами. Она была молода, полной надежд, готовая взять на себя ответственность за судьбы других. Но реальность оказалась другой. Облупившиеся стены, запах хлорки и нестерильный воздух человеческой боли. «Новенькая?» — спросила сзади женщина с серыми глазами, пугающим отсутствием по отношению к своей судьбе. «Я Зоя Васильевна, старшая медсестра. Пошли, покажу тебе твой фронт». Провинциальная клиника в Твери не походила на ее романтичные представления о медицинской практике. Палаты, в которых лежали дети, были полны страха и безысходности. В одной из них находилась особая палата отказников. «Здесь те, от кого отказались», — произнесла Зоя с горечью, и это слово как нож пронзило сердце Елены. Она сделала шаг назад, будто поразительная правда обожгла ее. В палате лежали малыши. У кого-то гидроцефалия, у кого-то эпилепсия, а кто-то просто оказался нежеланным. Один из них Никита, 6-месячный комочек, чьи глазки уже высказывали всю глубину боли. Ему поставили диагноз ДЦП, и к этому ему еще не повезло справиться с простудой. Первая неделя в больнице была настоящим испытанием. Хроническая нехватка персонала и однообразие, выгорание, дежурство на долгие, далекие 2 часа. Молодая интерн Елена все еще держалась, но вскоре не в силах сдерживать желание помочь. Однажды ночью, когда серые тени занимаемого пространства казались особенно тяжелыми,
и дни сливались в однообразие, Елена вдруг вспомнила о палате отказников. Ворвавшись в нее, она поняла, что Никиту не кормили более 10 часов. Словно на мгновение время остановилось, и мир вокруг потерял цвет. Он лежал безмолвно, слабые вздохи лишь говорили о том, что он все еще жив. «Кто дежурил?» Ее голос разнесся по коридору, полному отсутствия заботы. «Я, но Зоя сказала, что приоритет у поступивших», пробормотала молодая медсестра Настя. «Он больше не плачет. Ты понимаешь, что это значит?» Когда появилась Зоя, Елена не скрыла свои слезы. Ее окутало море эмоций. «Он не менее важен. Я останусь. Он будет есть. Он будет жить», заклинала она, осознавая, что в ее руках находится единственный шанс на спасение этого малыша. Елена, разогрев смесь, тщательно проверялась ее температура каплей на запястье. Найдя чистую пеленку, сменила ее с заботой и аккуратностью, словно оберегала крошечное хрупкое чудо. Прижимая малыша к себе, она почувствовала его слабость и беззащитность, но при этом в его сердце еще оставалась жизнь. Его крошечные ручки дрожали, иногда совершая слабые судорожные движения. Когда Елена коснулась его губ бутылочкой, он слабо глотнул. Это было едва ощутимо, но это был знак. Он все еще был с ней. Она не спешила, нежно шепча мелодию детских сказок, чтобы укрыть его от реального мира. Она сидела в кресле у окна, качая Никиту на руках и рассказывая ему о мире, о первом снеге, который утром лег пушистым покрывалом на карнизы больницы, о сером котенке, сидевшем на тротуаре с одним черным ушком, и о том, как трудно иногда жить, но как в этой трудности всегда может быть место свету. Елена говорила ему, словно его сознание уже все понимало. И в какой-то момент, возможно, это действительно было так. Она почувствовала, как он чуть-чуть сжал ее палец. Этот маленький жест значил для нее намного больше, чем все обещания, которые она могла произнести вслух. С каждым днем их связи становились крепче. Начался их путь, постепенно растянувшийся на многие годы. Каждый день она приходила в палату. Она делала массаж, упражнения, читала о ранней реабилитации. За 2 недели Никита начал изменяться. Он пытался поднять голову, у него появилась своя волшебная аура. «Ты к нему привязываешься», — однажды сказала Зоя Васильевна, предостерегая ее. «Не приручай, потом в доме малютки ему будет больнее». Однако Елена уже сделала выбор. «Я не брошу его», — решительно уверяла она. Ее жених Павел был в ярости, и она ощутила холодное дыхание его непримиримого гнева. «У нас свадьба, карьера, Европа, а ты променяла все на подкидыша-инвалида», — вырывалось из него. «Он не подкидыш, он мой», — уверенно отвечала Елена, понимая, что на самом деле настоящая семья — это не только принадлежность по крови, а и забота, которую ты проявляешь, и любовь, которую ты даешь. То, что она сделала, это выбор между поверхностной жизнью и настоящей, незабываемой семьей. После сложных бесед с родителями, заведующими и давлением со стороны комиссий, Елена, наконец, получила разрешение на усыновление. Она забрала Никиту из дома малютки к себе, и квартира быстро преображалась. Там появились кроватка, игрушки, тренажеры и широта эмоций. Елена решила стать реабилитологом, стремясь не только улучшить жизнь Никиты, но и помочь многим другим детям, переживающим схожие трудности. В их жизни появился новый человек – Ринат Галимович, молодой доктор из центра «Новый шаг». Он стал не только ее наставником, но и человеком, взгляды которого перекликались с ее чувствами. Родители Рината вначале были против «ребенок не твой и больной». Но Ринат твердо ответил: «Моя семья – это Елена и Никита». Он понимал, они были связаны не только через обязательства, но в первую очередь через любовь и историю, которая становилась частью их жизни.
Они поженились, и в день свадьбы Никита прошел несколько шагов в ходунках, с гордостью неся маме цветы. Это было трогательное зрелище, достойное картины, запечатленной навсегда в каждом из них. Позже Ренат официально усыновил Никиту, и этот шаг стал немым свидетельством их любви. Никита рос, и каждый его шаг опровергал диагнозы. Однажды, к 5 годам, он уже четко, стойко стоял на своих ногах, и хотя все предрекали ему иные пути, он показывал, что способен раздвигать горизонты, о которых даже не мечтали. Елена, повзрослев и став более опытной, открыла центр «Шаг навстречу», где стремилась восполнить пробелы, чувствовавшиеся у детей с особыми потребностями. В этот момент все изменилось, когда в ее двери снова постучались молодые люди, желающие усыновить ребенка с ДЦП. Увидев успех Никиты, они сказали Елене: «Без вас мы бы не решились. Это именно вы показали нам, что есть надежда». Теперь ее история вдохновляла других следовать за мечтой, за своим внутренним голосом. Прошло много лет. Никита стал студентом факультета психологии, одним из самых перспективных на курсе. Его девушка Надежда, работающая в рамках той же области, стала детским психологом, активно занимаясь с особыми детьми. Их отношения, основанные на глубоком уважении и общей миссии, были наполнены целью помогать тем, кто нуждается в поддержке. И когда они узнали, что ждут ребенка, первым их желанием было не только поделиться радостью, но и использовать это событие как катализатор для создания чего-то большего. Так родился фонд «Первый шаг», организация, направленная на поддержку семей с детьми, имеющими особенности развития. Фонд стал символом любви, которая когда-то родилась из тишины, из одного услышанного гибкого плача, и расширилась до масштаба, способного менять судьбы других. Благодаря фонду и его усилиям многие нашли ту любовь и поддержку, которая когда-то спасла Никиту и Елену. Когда Елена сидела на скамейке в парке рядом с реабилитационным центром, улыбка освещала ее лицо. Она чувствовала, что все, что произошло в ее жизни, было на самом деле лишь началом путешествия, и этот путешествий был полон надежды и света. Пусть осень вновь обрамляет ее взгляд, укрывая все теплым одеялом из золотых и бурых оттенков, она знала, что у каждого нового поколения есть шанс на то, чтобы быть услышанным и принятым. Ее жизнь, путь в ней стал историей о том, как маленький заброшенный ребенок, тихий и одинокий в этом мире, смог вырасти и стать маяком надежды для других, оставшихся в темноте. Каждый детский смех, каждая счастливая улыбка, каждая совместно пережитая сложность — это шаг навстречу тому, чтобы изменить жизнь к лучшему. И в каждом шаге, в каждом миге она знала, что любовь всегда найдет способ изменить мир, если мы научимся слышать даже самый тихий плач.